Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Чангук так мило обижается, когда Тэхён его игнорирует. Девятое место. Такой собственник. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Что случилось с Тэхёном прямо сейчас?». Секретный способ, с помощью которого Тэхён общается с Чангуком. Фанаты, которые меня шокируют. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Даже брюки Беливеры. Давайте вспомним этот момент, где Тэхёну пришлось сесть на колени к Чангуку. Потому что свободных мест совсем не было. Потому что стул, стоящий рядом с Юнге, был занят листом бумаги, и Тэхён не стал его тревожить. Седьмое место. Не может перестать его трогать. Шестое место. Поведение пары. Помните, как Чангук и Тэхён поссорились, и Тэхён пытался задобрить Чангука касаниями, а потом они пошли мириться в отдельную комнату вдвоем и вышли уже в хорошем настроении. Небольшое напоминание. В 2014 году у Чангука на заставке было фото Тэхёна, которое сделано во время съемок «Руки Кинг». Такие юные, а уже очень значимые друг для друга люди.
5 место. Реакция Чангук с субтитрами. Мы все видели, бро. Четвертое место. Забота. Тэйкук – это олицетворение слова «комфорт». Третье место. Новости. В последний день учений в экстремальных условиях холода солдаты должны были пройти 40 километров, неся на себе экипировку, вес которой составляет от 25 до 40 килограмм. Суровая холодная погода в его статье «В» означает тренировка в суровую холодную погоду, а также сокращенно называется «суровая холодная погода». Я так горжусь Тэхёном, который благополучно завершил тренировку в лютый мороз, и я так благодарен ему за то, что он приехал, чтобы успокоить нас. Тэхён – наш самый сильный мужчина. Заметив среди армии пожилую женщину, Тэхён подошел поближе, чтобы пожать ей руку. Светлый человечек. Буква V в Google принадлежит Тэхёну. Google признал V из BTS более известным уникальным, чем алфавит V, и отметил его присутствие. 16 числа фанат BTS обнаружил, что ученик специальной школы, где его сестра работает учительницей, делал слайд-шоу во время урока. Он поделился видео. По словам преподавателя, ученик хотел создать слайд-шоу с первым изображением алфавита из картинок Google. Чтобы создать слайд-шоу, переходящее от «Акья» с интервалом в 5 секунд к следующему алфавиту, он нашел изображение в алфавитном порядке. Но дойдя до буквы V, вместо буквы Google выдал фотографию Тэхёна. Он сказал, что был удивлен, узнав об этом, и был смущен. Сообщалось, что ученик не является фанатом кей-поп. Он одновременно и секси, и бэйби. Это целая легенда. Надеюсь, что после службы он обязательно вернет нам эту красоту. Хулиганство, которое мы еще долго не забудем. Тэхён нарушает табу. Тэхён вызвал ажиотаж среди поклонников кей-поп после того, как поделился песней Rose группы Blackpink в своем личном аккаунте в социальной сети. Тэхён опубликовал в Instagram 6 историй с разными песнями,
включая балладу Рози Стей «A Little Longer» из ее первого полноценного сольного альбома «Роузи», выпущенного в прошлом году. Несмотря на неоднозначную реакцию, общее мнение вызывает удивление, поскольку это редкие случаи, когда табу на кей-поп нарушается. Как две самые известные во всем мире группы кей-поп, Blackpink и BTS постоянно сталкивались друг с другом как со стороны индустрии, так и со стороны широкой публики. Поскольку между их фэндомами постоянно возникают разногласия, члены каждой группы, похоже, избегают упоминать друг друга любой ценой, опасаясь разозлить фанатов или спровоцировать слухи. Это явление не является исключительным для этих двух групп и не является новым. Среди артистов кей-поп-музыки было распространено табу избегать упоминания групп противоположного пола или групп из других агентств, будь то с точки зрения бизнеса или из предосторожности, чтобы что-то не было вырвано из контекста. В эпоху, когда активность в интернете, а также фотографии и видео, снятые фанатами, подвергаются тщательному анализу, художники становятся все более осторожными в своих публичных выступлениях. Многие поклонники кей-поп отмечают, насколько усилилось это явление в последние годы в связи с развитием технологий и изменениями в способах продвижения и потребления кей-поп-контента. Есть поклонники, которые отмечают, что это делает кей-поп менее приятным. Например, просмотр церемоний награждения, на которых артисты избегают реагировать на определенные выступления. Другие фанаты считают, что это неизбежно, отмечая, что чрезмерное использование артистов в качестве пар из-за необоснованных взаимодействий часто приводит к нежелательной ненависти и, следовательно, требует от артистов такого бдительного поведения. Просто Чангук позволяет своим навязчивым мыслям победить. Это крошечная сторона Тэхёна. The Music Man – страница, собирающая информацию о талантливых артистах и имеющая более 3 миллионов подписчиков в Facebook, опубликовала на сайте статью, восхваляющую живое выступление Чангука. Чангук появился на The Tonight Show в ноябре 2023 года, и его выступление со СНТ набрало 16 миллионов просмотров. Поклонники восхищались под видео, его живой вокал невероятно стабилен. Его импровизации сумасшедшие. У нас не так много исполнителей, которые могут устроить полноценное танцевальное представление и одновременно петь. Это настоящий исполнитель. Уже с первых секунд стало ясно, что будет яркое выступление, и я уверен, что эти танцевальные движения заставили трепетать не одно сердце в зале. ARMY поделилась благодарностью в сторону фандома, через свой аккаунт оставила очень теплое послание. ARMY, которые всегда остаются и помогают убрать всю площадку после концерта, навсегда останутся причиной, по которой я вас всех больше всего уважаю. Тэхён и Чангук.
Один и тот же человек, просто с разными именами. Дива Тэхён. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Тэхён запечатлел особенный момент в Париже. Новая фотокнига «Вириф. Мечта» вызвала бурный отклик во время предварительной продажи в стране и за рубежом и стала бестселлером. Фотокнига «Риф», снятая Тэхёном в Париже, выйдет 2 февраля в 2025 году. Тема фотокниги – сказочный момент, когда Тэхён приезжает из Парижа, Рёве. Это коллекция особенных моментов, когда Тэхён находится в Париже таким, какой он есть. Фотокнига оформлена в виде почтовой открытки. В каждой фотокниге, которая выходит в свет каждый раз, Тэхён привлекает внимание своей чувственностью и свежестью, своей собственной уникальной восприимчивостью. Благодаря визуальному оформлению опубликованной фотокниги, Тэхён излучает шикарную харизму и мягкую и утонченную атмосферу, а также привлекает внимание своей бунтарской, интенсивной сексуальной красотой и многогранным шармом. Тэхён, который выходит за рамки тренда, благодаря изысканному внешнему виду и классическому биджину сэйши, обладает нежной и красивой внешностью и оригинальная личность, преодолевающая барьеры любого жанра и создающая жанр под названием Ким Тэхён. Фотокнига уже вызвала бурную реакцию. Книжные онлайн-магазины Jesus24, G-Market и Какаоталк, которые являются отечественными книжными магазинами, сразу же стали бестселлерами номер один, когда в книжных магазинах начались продажи. Чангук и его истинная сущность. Одно из воспоминаний, которое разрывает сердце армии – похищение BTS в Америке. Ребята ждали в машине своего менеджера, который вернулся в офис за их документами. К ним ворвались несколько мужчин, забрали телефоны, а машину вместе с ними угнали. Все были очень напуганы. Чангук еле сдерживал слезы, но все же обдумывал, как бы всех спасти. Позже он сказал: «Я думал, что если заплачу и покажусь слабым, нас пожалеют и отпустят». Такой вот наш герой. К счастью, все обошлось и оказалось розыгрышем от их новых наставников-рэперов для съемок реалити-шоу American Hustle Live 2014, в котором участники BTS провели 2 недели в Лос-Анджелесе с преподавателями хип-хопа и выполняли различные миссии, чтобы познакомиться с настоящей культурой хип-хопа. Но, несмотря на это, седых волос на головах армии точно прибавилось. Одинаковый вайб.
Рекламное видео с Юнги от Эйдоуки теперь доступно в Shin Okubou Kei Vision с сегодняшнего дня. Это награда за занятое второе место в ноябрьском рейтинге среди мужчин. Победители были определены посредством голосования. Shin Okubou Kei Vision находится в районе Shin Okubou в округе Синдзюку, Токио, который ежедневно привлекает множество людей. Здесь установлены крупные экраны, позволяющие всем желающим насладиться яркими моментами из мира кей-поп. Тэхён и его Сэйси Натура. Видео Let Just Dance от Тэхёна достигло более 27 миллионов просмотров в YouTube. Перформанс-видео было выпущено в качестве подарка для десятилетия дебюта группы 2023 BTS Festa. Тэхён поет джазовое попурри из известных песен. Несмотря на продолжительное время в 7 минут и 44 секунды, видео Ви очаровывает мир горячим откликом, например, набрав 1 миллион просмотров через час после его выпуска. Как только видео было выпущено, оно заняло второе место в рейтинге «Музыкальные клипы в мире», а Let Just Dance Ви и Ким Тэхён заняли первое и второе место в мировых тенденциях в реальном времени. Богатое звучание джазовой группы в живом видео Just Dance Ви еще больше подчеркнуло глубокий и проникновенный низкий голос Тэхёна, заставив его поклонников влюбиться в джаз. Живое видео усилило чувство джаза романтической атмосферой. Оно было снято в первом корейском джаз-баре All That Jazz. Да-да, Чангук, мы тебя очень понимаем. Джин сказал: найдите способ сначала сделать счастливыми самих себя. Пережив трудные времена и преодолев их вместе, Джин однажды не смог сдержать слез на сцене, тронутый достигнутым успехом. Вскоре после этого BTS добились выдающегося достижения, став номинантами на премию Грэмми с песней Dynamite. На волне непрерывных изменений BTS в 2022 году столкнулись с важным этапом – военной службой. Первым из группы в армию отправился Джин, а в июне этого года он завершил свою службу, отдав долг родине. В то время как остальные 6 участников на момент интервью для GQ Japan все еще проходят службу, Джин первым начал новую главу своей карьеры. Сейчас он активно возвращается к творческой деятельности, и мы рассмотрим каждый шаг его насыщенного пути. GQ сказали: прежде всего, позвольте поприветствовать вас словами «С возвращением». Мы слышали, что вы были отмечены как элитный солдат во время службы. Что вы почувствовали и чему научились, будучи частью армии, организации, совершенно отличной от мира шоу-бизнеса? Джин ответил: если говорить о физической подготовке, я оказался в топ-20 среди сослуживцев, несмотря на то, что вокруг было много молодых ребят. Думаю, это благодаря тому, что моя профессия всегда требовала поддерживать себя в хорошей форме, хоть я и не профессиональный спортсмен. Я многому научился. Например, среди сослуживцев был человек старше меня, который каждый день стабильно пробегал по 5 километров. Его постоянное стремление к самосовершенствованию вдохновило меня сосредоточиться на своих целях. Почувствуйте невероятные вайбы Тэхёна.
Я не знаю, как реагировать на такого Тэхёна. Не останавливаемся, погружаемся в потрясающие вайбы Чангука. Его привычка носить очки на затылке. Тэхён с голубыми волосами. Такой красивый Чангук. Только посмотрите на этого малыша, глаза как бусинки, такой лапочка и такой драгоценный. Леопардовый принт был создан для Тэхёна, и вы готовы к этому разговору. Второе место. Это так интимно. Восхищается своим любимым, разглядывая с головы до ног. Они не знают, что такое личное пространство. Первое место. Ревность Чангука. Забавная ситуация. Тэхён решил попробовать глазурь от торта, что осталось на губах Джина, тем самым доведя Чангука до припадка. Чимин это все снимает и думает: интересно, от моего друга сегодня что-нибудь останется. Намджун ахает, делая вид, что ничего не замечает. Юнги замечает и шокирован. Джин молится, чтобы мелкий его не догнал после того, как выключится камера, а Хосоку вообще все равно, он ест клубнику.
Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения,